Всем привет, с вами Дартачела. Это мое первое пробное видео на этом канале, и оно будет чуть-чуть отличаться от дальнейшего формата. Итак, я делаю мелоди. Изначально не планировала создавать из этой фигурки целый ролик, но так получилось, что вы его сейчас смотрите. Если честно, это мой первый опыт моделирования с полимерной глины, поэтому количество косяков я не пожалела. За кадрами слепила ей нотки, подставку и ножки с юбкой. Из интересного стоит отметить, что эта часть сделана из холодной сварки для прочности, что явно было сделано не зря, ведь у нее громадная голова и прическа, хотя вот наличие этой холодной сварки очень сильно мне мешало спокойно выпекать фигурку, так как сварка при воздействии высоких температур выделяет токсины, в отличие от полимерной глины. Поэтому приходилось при запекании оборачивать эту часть тряпкой и смиряться с тем, что есть риск поесть курочку с эпоксидными смолами, аминами и пластификаторами. Также особое внимание хочу обратить на покраску, эти следы кисти мне не нравятся. Поэтому на видео я буду красить другие детали аэрографом, который мне пришлось купить. Приступаю к самой работе в кадре. Леплю юбку Мелоди, а точнее ее колышки. В общем, да, есть за мной такой грешок. В свое время относительно недавно я играла в Brawl Stars и узнала про этого персонажа. Играла я очень плохо, и у меня ее никогда не было. Только в нуле я могла любоваться на нее и постоянно проигрывать, ведь я профессионал в этом деле. Лично мне Мелоди нравится. Это сочетание такого девчачьи-розового цвета, короткой юбки и чулочков с ее опасным, грозным, кошачьим взглядом, обилие шипов на аксессуарах, а также то, что она в деле действительно хороший персонаж, за которого можно крушить 3 на 3, да и в целом везде. Носит милый статус убийца, но при этом является кей-поп-исполнительницей и может позволить себе вот так вот говорить. В общем, этот контраст между монструозностью и миловидностью просто шик. Это как кошечка, которая сначала даст себя пару раз погладить, а потом вцепится в твою руку и сделает смачный кус. Ну не прелесть же! Также Мелоди будет состоять из нескольких частей. Ноги, торс с рукой, другая рука с микрофоном, крылья, голова, волосы и бант. Такое количество отдельных частей впоследствии даст мне урок. Также нотки, которые, как я ранее говорила, уже слеплены, должны по идее держаться на тонкой проволоке, но в итоге будут смачно приклеены на клей не единожды. Увы. Далее экспериментирую с ракурсами и леплю руку. Сначала сделала ладошку, и тут в очередной раз убеждаюсь, что мой референс, да и в целом сама моделька не очень реалистичная. Серьезно, либо я дура, либо правда сложно прям целиком слепить позу так, чтобы это выглядело нормально со всех сторон. Хотя, вероятнее, дело в том, что мне просто не хватает опыта, но это скучно. Так вот, ноги фиг пойми как стоят и присоединены, то рука с виду достаточно широкая, а если посмотреть на других референсах, то достаточно миниатюрная и органично смотрится на теле. Мелоди в целом вся такая многогранная. Этим она въедается в твое сознание навсегда. Эх, ведь для кого-то это первая любовь. Добавила рельеф на ручку, где типа перчатка кончается. Ах да, первая любовь. Первая любовь. Ах, эти длинные ножки Мелоди. И гадание, что же под юбкой? Трусы ли? Или все же шорты? В оригинале, естественно, шорты, а вот у моей все же трусы. Цените. Это, так сказать, было прописано в ТЗ. Удивительным образом кисть присоединилась к остальной руке, а затем я пыталась слепить браслет. Слепила один раз, получился слишком большим, как и шипы. И был у Мелоди на локте практически, а не на запястье, что вы и видите. Поэтому перелепливаю. Раз уж эта часть про руку, то обратите внимание, что Мелоди носит перчатки. Причем, судя по виду, для электриков. И я уверена, что под ними спрятаны элегантные пальчики, но не могу этого доказать. А так они кажутся достаточно короткими и толстыми, но это помогает вызвать страх, ведь она при желании не только нотками может наносить урон, но и втащить. Я-то знаю, я за ней наблюдаю 1,5 года, вам лучше не знать, что она делает за кадром. Во второй раз браслет стал потолще и закрепляется отдельно как надо, вроде. Слепила все-таки его отдельно, чтобы было удобно красить. Вот чудеса полимерной глины. Вроде затвердел, а все равно остается эластичной. Вторая рука. Эта рука имеет более простую форму, чем у предыдущей, но при этом ей предстоит выполнить достаточно важную функцию. Она же у нас певица.
А какая певица может существовать без микрофона? Но перед этим пожалуйся на руку тоже. С ней основная проблема была в том, чтобы незаметно ее соединить с остальным торсом. Благодаря жидкой пластике и свойствам горячей, только что покинувшей духовую печь глины, я сделала это соединение, и вроде хорошо получилось. Теперь микрофон. Для простоты покраса он тоже должен быть отдельным от руки. Было бы нелепо, если бы персонаж с таким именем не пел. Боже, как же мне нравится эта музыка из 24-го сезона «Пески времени». На YouTube-канале Brawl Stars есть песня «Ты мой главный трофей» и «Усиль эту мелодию». Последняя сольник ее, а первый посвежее, как я понимаю, к обновлению был выложен. Там у нее совместка с бойс-бендом, состоящего из База, Пока и СТУ. В целом, песенки эти мне зашли. А теперь переходим к этой миниатюре, без которой вам Мелоди не сможет спеть свои шлягеры. Сначала нужно было угадать с размером, а потом понять, как же его сунуть в эту руку безболезненно. В итоге сам микрофон разделен на две части и имеет специальное углубление под руку. Работа мелкая, но вроде неплохо получилось. Далее пришлось лепить миниатюру на микрофоне. Самое мелкое, но не очень сложное, это слепить цепочку и подвеску, то есть вот это сердечко. Леплю я неплохо и шкурить мало, так что я справилась легко. Еще референсы были понятны, на удивление. Кстати, на фанартах я часто замечала, что делают подвеску Мелоди не в виде сердечка, а в виде просто шарика. Но на деле же шарики у нее стоят только по бокам. Как видите, мне важна точность, а то с некоторых работ я в шоках. Вот и мне также можно было бы отойти от оригинала. Хотя неосознанно это произойдет чуть позже, но это опять же из-за сложно для понимания референсов. Закончив с торсом, я перешла к крыльям. Для экономии и облегчения крыльев фольга была взята за основу. Наметив примерную форму, нанесла сначала пласт глины, а затем на нем уже наметила место для многочисленных спиралек. Вообще, Мелоди не летает, но на протяжении всего видео я их буду называть крыльями. На деле, наверное, это шубка какая-то, но вот все эти спиральки заставляют меня думать об обратном. А вот если говорить о контрастах, то и шубка такая мягкая, что немного подозрительно, особенно цвет. Нет ощущения, что эти крылышки сделаны из стекловаты. Вкусно. Но, к сожалению, в игре она никогда не наносит урон своей шубкой. А зря. Было бы круто, если бы это был не только сценический костюм. Но моя Мелоди явно может аккуратненько, не спеша не шаша, своей шубкой и чиркнуть кого-то. Если честно, лепить именно эту часть оказалось самым приятным занятием. Мне очень понравилось вводить каждую спиральку. После зада я перешла к переду. Чуть-чуть крылышки проглядываются из-за спины, поэтому пришлось их немного долепить снизу. Из трудностей стоит отметить, что в какой-то момент крылья не смогли залезть на шею Мелоди. Пришлось все подрезать. И, как результат, пару сколов на крыльях. Но из положительного шубка садилась крепко, и ее можно было даже не приклеивать. У меня получились весьма красивые крылышки, не очень схожие с оригиналом, но основная суть, как по мне, передана. Голова. Welcome to the hell. Наметила примерно голову с ушами и носом, сделала тут же парик. Опять же, для упрощения в покрасе и в целом работе. Голова является важной частью Мелоди. После ног. Естественно. Самое важное — это попасть в прическу. Она очень массивная, но при этом надо сделать ее не тяжелой. Прическа, как мне кажется, это залаченные, как у панка, волосы в 2 шипа. Она такая детская. Также челочка и спереди 2 локона страсти, которые изначально мне показались очень плавными и мягкими, но на деле они тоже залачены. Вообще у меня получилось достаточно парадоксально. Ее 2 шипчика сзади имеют плавные переходы и в целом округленные, а вот локоны имеют сколы, неровности, шероховатости и прочее. Без острых углов ее образ теряется, но я этого в упор не замечала. Поэтому, как итог, это не очень сильно похоже на оригинал, да? Пришлось обратиться к моему другу, брату, свату, мужу, чату ГПТ и попросить у него консультацию. Он мне ответил, что моя Мелоди, о чудо, слишком плавная и мягкая, а нужно делать ее жестче, и тогда она будет походить не на близкую родственницу, а на саму себя.
Поэтому моей Мелоди пришлось обратиться к косметологу и пластическому хирургу. Большая часть моих слезных наделываний остались за кадром. Если кратко, то я пыталась всеми силами сохранить этот контраст, вырезая все плавности из локонов, очень сильно стараться придать им резкость, а также сделать два этих хвоста не слишком большими, плоскими сзади, но при этом выглядывающими из-за локонов. Также я слепила объемные моменты на лице. Это веки, рот и подбородок. Создав острые углы на локонах, которые заняли у меня очень много времени, получилось нечто похожее на оригинал. Так, все в ее образе вновь подчеркивает ее две крайности. Что по мне хорошо, хотя реализовывать, как вы уже поняли, порой бывает трудно. Переходим к бантику. На камеру я слепила примерные формы, с которыми я дальше буду слезно работать за кадром. Как оказалось, эта длинная часть бантика дотягивается аж до обуви Мелоди. Настолько большой бантик, что его неудобно запекать. Мелоди он нужен для того, чтобы поддерживать ее милый вид, а также чтобы она могла пафосно передвигаться рывками. Было бы весело, если бы она могла своим бантиком лупасить противников направо и налево. Пока я лепила, у меня получилась ленточка, которая похожа на крючок от вешалки, если вы понимаете, о чем я. Ну или же на вилку. В общем, вещь забавная. С остальными частями бантика сильно мучиться не пришлось. Даже эти маленькие ленточки не вызвали труда в том, чтобы их приподнять. Самое сложное это было соединить все это дело вместе. Надо было проволоку снуть между ленточкой и бантиком, чтобы так больше не мучиться. Но я об этом подумала слишком поздно, поэтому имеем, что имеем. Покраска. За кадром я обезжирила и покрыла акриловым грунтом детали. Спустя пару дней после высыхания я подшкурила их. Теперь предстояло разобраться, как работать с аэрографом и, наконец, покрасить. Начала я с браслетов. В целом у меня были некие проблемы с разбавлением краски. То она слишком густая, то наоборот слишком жидкая. Благо с подбором цвета проблем особых не было. Почти. Исключением являются ее фиолетовые перчатки. Изначально они у меня получились слишком фиолетовые, но осознание этого мисколоринга пришло слишком поздно. Поэтому за кадром я их перекрашивала уже тогда, когда весь торс был уже готов. С горем пополам у меня получилось достаточно неплохо. Единственное, акрил очень любит приклеиваться к поверхностям, поэтому подклад в виде газеты был не самой лучшей идеей. И вообще, в целом, я как-то перемудрила мою покрасочную будку. Стенки, особенно крыша для покраски, были мне не нужны. Крышу при следующих работах я уберу, чтобы она мне не перекрывала свет. Далее я покрасила локоны, кожу, прическу, бантик, ну и все остальное. Пока красила, случилось несколько конфузов. Но, на удивление, я ни разу не пролила краску на себя. Страдали только руки и бывало пол. Один раз у меня забился аэрограф, так что краска при нажатии и подаче начинала булькать. Поэтому я зачем-то открутила все, чтобы подача была вся только на игле. Как итог, краска шмаляла просто направо и налево и еще вниз. И это было самое тупое, что я могла сделать. Еще, не рассчитав напор, я дула в банку в надежде спустить часть краски, но она начинала распыляться всюду. Как же так? Также в том случае с запором краски случился так называемый бульк, который лопнул так, что все, что окружало вокруг, не было обделено хотя бы капелькой краски. Но, к счастью, как обычно, основной удар был нанесен на мои руки. Еще из моей тупости. Я замешивала иногда слишком много краски в бочонок и периодически проливала себе на руку. Ну и последнее. Иногда я делала слишком жидкую краску, и ей приходилось прям долго сохнуть, и чтобы ускорить процесс, я доставала фен. К сожалению, поставить аэрограф мне было особо некуда, и он у меня пару раз пошел красить пол. Маленький исследователь. Но в целом опыт был достаточно положителен. Действительно получается очень тонкий, аккуратный слой, плавные переходы. Также при покраске аэрографом я использовала маскировочную ленту. Были подозрения, что она оставит после себя липкий слой, сдерет краску или даст пробоину. Но при снятии такое практически не было обнаружено. Но тут скорее тоже из-за моих ошибок. То слой жирный и неровный, то я не до конца недостаточно хорошо приклеила ленту. А вот липкого слоя вообще не было. В общем, мне зашло.
Из ручной покраски было лицо и микрофон. Я была в шоке, что мои кисточки не плешивели и моя рука не сильно дрожала. Покрасила, на удивление, весьма аккуратно. Единственное, боже, как же сложно было наносить белую краску. Еле как получилось перекрыть телесный цвет. В следующие разы надо будет это учитывать тоже. Какое же счастье было тогда, когда при сборке лица Мелоди действительно была похожа на себя. Столько труда было вложено, и не совсем впустую. Ну и под конец. Осталось собрать фигурку, покрыть ее лаком и жестко отфоткать. Как результат, пару факапов, подкрас. Ну и еще она вышла слишком тяжелой, поэтому ее ноги пришлось сваривать холодной сваркой. Суперклей не справился. Но в целом, если не приглядываться, то вышло неплохо. А если считать, что это мой первый опыт с покраской и полимерной глиной, то вообще шик. За время работы я наделала несколько ошибок, а также поняла, как их исправить. Первое, фигурку надо промазывать спиртом перед запеканием, чтобы меньше шкурить. Второе, делить конструкцию не только по принципу «как удобно красить», но и по принципу удобства и надежной сборки, желательно без клея, чтобы не было риска ее испачкать. Так она будет занимать меньше места и не сломается при условной транспортировке. Поэтому лучший способ крепления — это штифты и узкие дырочки для них. Краски для меньшей ебли лучше использовать укрывистые. Также продумывать каждый шаг своей работы максимально детально, чтобы не обосраться лишний раз. Если говорить конкретнее, то вот минусы моей фигурки. Она недостаточно ошкурена и очень много сколов, неровностей, которые при детальном рассмотрении портят впечатление. Да и краска ложится не так ровно, как хотелось бы. Также следы штыков, особенно на прическе. Сейчас бы я все-таки сделала голову с прической одной деталью, потому что лучше помучиться подольше с покраской. Так оно будет смотреться лучше, чем то, как я сделала. Нотки, с одной стороны, хорошо, что в итоге не на проволоке, но плохо, что на клею, а не на штифтах. Потому что мало того, что они отвалились у меня несколько раз, так и, конечно же, из-за клея забрали с собой и кусок краски. Штифты бы так со мной не поступили. И последняя неприятность — это подставка. Процесс ее создания остался за кадром, но я очень долго мучилась, чтобы сделать ее ровной. К сожалению, у меня так и не получилось этого сделать. После сборки подставка приподнята с одной стороны, что в целом может раскачивать Мелоди, и это повышает риски поломки. Что вы видите сейчас? Но на самом деле, если с ней быть достаточно аккуратным, то она уверенно стоит на подставке и даже ничего не отваливается. Но не переживайте, в следующем ролике я буду доделывать 3-летнюю фигурку из самозатвердевающей глины, так что часть ошибок из этого видео повторится. Такая вот у меня фигурка получилась. Дальше больше и лучше. Если вновь вернуться именно к персонажу, то Мелоди хороший и сильный персонаж. Признание, как играть за нее. Красивая, песни поет, на корейском размовляет. Ну, мечта. Будьте с ней осторожны, ведь за этой милой мордашкой прячется сильная, злая тетя. На этом все. Миру мир. Буба! Трусы или все же, ну я думаю, это надо делать именно так. Но я боюсь, а если это залетит и кто-то это будет слушать, это ж пиздец. Это пиздец, ребят. Это полный пиздец. Будьте с ней осторожны, ведь за этой милой мордашкой прячется сильная, злая тетя. 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 Тетя Мотя прячется за ней.